Вашему вниманию предоставляю стартовый, лаконично быстрый гайд на лучницу молнии для прохождения сюжетной линии игры и начального фарма карт Т-15 уровня. Для вашего удобства видео содержит тайм-коды. Хорошая новость в том, что сейчас легко будет собрать начальный, недорогой, приличный билд на лучницу, так как на рынке много предметов продается за низкую стоимость. А перед началом просмотра этого видео рекомендую посмотреть другие полезные гайды по игре Path of Exile 2 на моем канале. Особенно обратите внимание на лаконичный и в то же время информативный гайд про Храм Хаоса, а также на 5-минутный гайд про экспедиции в PoE 2. Еще у меня на канале есть содержательный гайд про торговлю и крафт, где я все рассказываю простым языком. Начнем с ротации скиллов. В игре во время зачистки карт и убийства боссов будем использовать 4 скилла. Стрелу молнии берем в первую очередь, громоотвод берем вторым. Они будут основными для атаки врагов. Данные скиллы при одновременном использовании усиливают наш урон. Наша задача выпускать громоотвод под ноги врагам. Его можно выпускать заранее на ходу, тем самым подготовить пространство для подхода врагов к нам. В момент, когда враги вступают в область, где есть наш громоотвод, нужно стрелять стрелой молнии. Она ударяет врагов, которые находятся на громоотводе. Только тогда срабатывает усиленная синергия двух наших скиллов. В таком случае враг получает мощный урон. Следующий навык – очередь. Полезный скилл, так как наш герой заряжает несколько выстрелов за короткое время. Этот скилл будет эффективен при убийстве боссов, редких монстров и огромных пачек мобов. Только помните, что когда вы его используете, ваш лук заряжается, и следующий атакующий навык его поглотит. Поэтому лучше сначала накидать громоотводов, а затем прожать очередь, и после всю эту мощь в подходящий момент реализовать через стрелу молнии. Но это еще не финальная комбинация для нанесения максимального урона. Четвертый навык берем вихрь стрел. Создается маленькая торнадо. Враги, вступая в него, замедляются. Главное преимущество этого навыка в том, что когда мы стреляем своей стрелой молнии, которая попадает в торнадо, стрелы вылетают из него в разные стороны в увеличенном количестве. Комбинация из перечисленных 4 навыков наносит колоссальный урон, и вы будете быстрее заполнять шкалу, чтобы отправлять боссов в нокдаун. Идеальная комбинация навыков для убийства боссов, да и вообще для любого серьезного противника. Давайте еще раз проговорим. Во-первых, подготавливаем громоотводами землю, где будет находиться враг. Накидываем от 2 до 4 выстрелов минимум. Затем кидаем на громоотводы вихрь стрел. Стараемся его поставить ровно под врагом. После подготовки поверхности заряжаем наше оружие навыком очередь. Теперь мы готовы выдать максимальный урон. В завершении нашей комбинации используем выстрел стрелы молнии в подготовленную область. Нам понадобится 3 навыка духа. Первым мы берем Вестник Грома. Отличный навык для временного поднятия нашего урона. Если вы посмотрите внимательно, то увидите летающий шар молнии вокруг персонажа. В верхнем левом углу появится иконка с бафом возбуждения. Этот баф активируется на время, и у нас значительно улучшается показатель урона. Также Вестником Грома удобно сносить огромные толпы легких мобов. Активируется молния сама по себе, когда вы убиваете монстров под действием шока. Если мобы стоят кучно друг с другом, то удар от молнии прокатывается по ним всем. Второй навык духа улучшит нашу выживаемость. Активируем Танцующий с ветром. Данный навык повысит нам уклонение. В него можно вставить полезные камни поддержки, которые при ударе по нам будут накладывать замедление и понижение точности врагам. Третий навык духа – ездовой Роа. С ним у нас появится возможность быстрее передвигаться по карте и применять наши умения. Смотрите, какая разница в скорости передвижения и выбора наилучшей позиции во время стрельбы громоотводом из лука на ездовом Роа. Если сравнить это с нашим обычным передвижением персонажа на ногах. Разница в скорости передвижения очевидна.
Но у верховой езды есть один серьезный минус. Когда вы пропускаете удары на Роа, у вас заполняется специальная шкала в левом нижнем углу, и при полном накоплении вы улетаете в жесткий затяжной нокдаун. За время нокдауна вас легко могут убить. Передвигаясь на Роа, нужно всегда быть внимательным. Даже с одного мощного удара вы можете улететь в нокдаун. В опасных ситуациях, когда вас зажимают и вы не успеваете всех убить, можно с компаньона спрыгнуть перекатом, используя пробел на клавиатуре. Переходим к камням поддержки для наших навыков. Во время прохождения сюжетной линии игры на каждом навыке реально сделать по 3 гнезда под камни поддержки. Я продемонстрирую на некоторых камнях навыков до 5 гнезд включительно, потому что у кого-то из вас будет возможность сразу все улучшить. Для вас приоритет расположения камней поддержки, которые вы сейчас увидите, идет слева направо. У камней поддержки есть уровни. Иногда один и тот же навык в зависимости от уровня по эффектам будет сильно отличаться. Высокоуровневый камень может снизить или ухудшить наш билд. Вот пример камня поддержки стихийного оружия. На первом и втором уровне он прибавляет нашу атаку от стихий. А вот третий уровень не позволит нам накладывать шок. Поэтому, когда вы сможете улучшать уровень камней по мере развития персонажа, внимательно смотрите, какие бонусы он дает. В стрелу молнии вставляем власть молнии, стихийное оружие 2, возбуждение, заряженные выстрелы 2, цепь 3. Цепь полезна на боссах. При желании ее можно заменить на быстрые атаки 2. В громоотвод вставляем власть молнии, стихийное оружие 2, ускорение снарядов 2, целеустремленность, мастерство молнии. В очередь вставляем ускорение перезарядки 2, эффективность 2, быстрое сотворение 2, сильная восприимчивость. В вихрь стрел вставляем продление 2, ослепление 2, эффективность 2. В навык от восхождения под названием «Точные попадания» вставляем громовая метка, власть молнии, расширение 1, стихийное оружие 2, метка смерти. Данный навык я вставил в начальный гайд, так как вы, возможно, захотите поиграть через это направление. Или у вас будет возможность купить сразу у других игроков полное прохождение возвышения, которое даст все 8 очков навыков. Данный навык появляется автоматически, когда вы его активируете в древе навыков восхождения. Он работает пассивно сам по себе. Его нужно только не забыть активировать. Для этого, когда вы его снабдите правильными камнями поддержки, нужно нажать по нему правой кнопкой мыши. Тогда в верхнем левом углу должна появиться иконка данного умения. В Вестник Грома вставляем власть молнии, расширение 1, стихийное оружие 2, дальний выстрел 2. Данный камень отлично повышает нанесение урона молнии врагам на удаленном расстоянии. В пятое гнездо вставляем камень поддержки мастерство молнии. В танцующий ветром вставляем ослепление 2, увечье, ясность ума 2. Обратите внимание, этот навык забирает 20 единиц духа, но он значительно повышает нам регенерацию маны. Последний поддерживающий навык сюда вставляем расширение 1. В ездовой Роа вставляем громадные приспешники, живой щит 2, стихийное войско и мастерство приспешников. Ветку пассивных умений в основном я развивал только для улучшения урона. Навыки на выживаемость, чтобы пройти сюжетную линию игры, я практически не брал. Ссылку на планер навыков я оставлю в описании к видео. Сейчас у меня 91 уровень у персонажа. Я загрузил билд, в котором фармлю Т-15 карты через колчан Гамбит Кадира. Но вы все равно после просмотра гайда сможете сориентироваться в начальном развитии навыков. Сейчас лишь покажу основные направления, которые нужно развивать. Внимание! Важная информация! Ваш билд по развитию пассивных навыков
будет зависеть от надетого колчана. Сейчас мы рассмотрим классический простой вариант для новичков, у которых на старте нет возможности приобрести дорогой уникальный колчан – Гамбит Кадира. Поэтому вначале ведем ветку до мастер луков. Он будет усиливать наши бонусы от надетого колчана. Затем берем противоположный нод первобытное раздирание. После двигаемся до ближайшего большого нода подчинения стихий. Затем спускаемся до каталис. Далее добираем два больших нода рядом, увечающий удар и всклокоченный. После рекомендую открыть большой нод грядущее бедствие. Он усилит наш навык поддержки Вестник Грома. Теперь к этому моменту у вас скорее всего получится активировать камень поддержки ездовой Роа. Тогда благодаря Роа можно будет набирать пассивные навыки на увеличение урона, а именно Вдохновляющий союзник. И вторую ветку доводим до урон и урон компаньонов. Я, кстати, сюжетную линию игры проходил без ездового Роа, с простым луком, который выпускает одну стрелу. Все было пройдено вполне успешно. На самом деле решает по большей части хорошая экипировка персонажа, а не наш вспомогательный компаньон. Если вы, как и я, захотите пройти начальную стадию игры без Роа, то ноды на компаньона убираем и 14 очков навыков вкладываем до нода Быстрая буря. По пути к ней заодно активируем Смелый аватар и вокруг него открываем маленькие ноды на увеличение урона от стихий. Второй альтернативный вариант для распределения 14 очков навыков подойдет, если вы захотите повысить вашу выживаемость. Спускайтесь вниз и активируйте большие ноды Дикая кошка, Выносливая оборона и Упреждение. По завершению прохождения сюжетной линии игры я получил 67 уровень. Исходя из этого, я посчитал количество доступных навыков за каждый взятый уровень без учета дополнительных книг, которые дают по 2 очка навыков. Поэтому вам должно хватить очков навыков для открытия только что перечисленных нодов. Далее развивайте ветку навыков до Штормового воздействия и Дикая буря. Еще можно усилить наши бонусы от надетого колчана гораздо сильнее. Нужно дойти до большого нода Обмотанный колчан. Пройти к нему можно через два направления, и обе ветки заодно улучшат выживаемость. В итоге у нас будет от двух больших нодов плюс 40% к увеличению бонусов от надетого колчана. Если вдруг вам во время сражения сильно не хватает маны, то этот вопрос можно решить через уникальный нод «Прогулка на природе». Только вам обязательно потребуется параметр на предмете, который гласит, что физический урон от атак похищается в виде маны. Я взял такой параметр на перчатках. Запасы маны восстанавливаются от ударов по врагам очень быстро. Не забывайте про ветку нодов, которая усиливает навык восхождения, точные попадания. Если вы его активируете на ранней стадии игры, то откройте два больших нода, обреченный на смерть и обреченный на страдания. А вот все маленькие ноды возле них активировать не нужно. По пассивным навыкам информацию рассказал. Восхождение выбираем снайпер. Первые 2 очка вкладываем в порывы ветра. А вот следующие 2 можно распределить по-разному. Я вложился в специализацию на дальность полета снарядов и на время прохождения сюжетной линии игры выбрал спецификацию «Дальний выстрел». Поиграв определенное время, я пришел к выводу, что спецификация стрельбы в упор будет эффективнее для разных условий ведения боя, так как зачастую пространство вокруг нас будет ограниченное, и некоторые враги будут все равно находиться на близком расстоянии к нам. Особенно придется сражаться на близкой дистанции с боссами. Поэтому лучше выбрать спецификацию «Стрельба в упор». Другой вариант начального распределения 2 очков навыков направляется в нод «Точные попадания». С помощью него автоматически будет накладываться метка на ближайшего врага. Враг, помеченный меткой, становится более чувствительным к шоку. У него над головой появляется сине-голубая метка по цвету.
Когда отмеченная цель умирает, из трупа вырывается взрыв молнии, и все враги, находящиеся рядом с ним, получают урон. Последние 2 очка навыков рекомендую вложить в нод «Нескончаемые боеприпасы». Благодаря ему будем выпускать дополнительную стрелу, тем самым увеличим свой исходящий урон по врагам. Какую награду выбрать у Серви, когда проходим 3-й акт? На выбор нам дадут 3 колбы, которые навсегда нас усилят. Я пока не стал выбирать конкретную настойку, потому что мой персонаж находится не в финальном варианте. Сейчас склоняюсь к настойке Ясность, которая повышает регенерацию маны, но в будущем планирую поиграть без Роа. Поэтому, возможно, тогда лучшим вариантом будет выбрать эликсир Камня, чтобы увеличить порог оглушения на персонаже. Теперь рассмотрим экипировку. Самое главное, нам нужно набрать как можно больше урона на предметах. Я покажу варианты, к которым нужно стремиться, а вы, исходя из своих возможностей, сформируете свой гир. Вначале рекомендую вложиться в лук, а затем в колчан. В идеале нужно обладать луком, который дает дополнительную стрелу при стрельбе. Тогда вы сможете выпускать одновременно 2 стрелы. А если возьмете в восхождении нод нескончаемые боеприпасы, то сможете одновременно выпускать 3 стрелы. На луке обязательно берите процентную прибавку физического урона, а также добавочный физический урон и добавочный урон от молнии. Повышение скорости атаки тоже важный параметр. Стремитесь заполучить прибавку к уровню всех камней, умений и снарядов. В гнезда вставляем руны железа для увеличения физического урона. Не переживайте, что в сборке молнии мы прокачиваем физический урон, ведь весь наш физический урон конвертируется в урон от молнии. Поэтому смело вставляйте руны железа. В выборе колчана есть несколько вариантов. Первый колчан боевых стрел. Хороший универсальный колчан, который в своей базе повышает скорость атаки. Второй колчан крылатых стрел подойдет любителям стрелять издалека, так как колчан повышает скорость полета стрел. Третий колчан затупленных стрел. Более узконаправленный колчан из-за своего базового бонуса, который повышает скорость накопления шкалы оглушения. Подойдет для убийства боссов и элитных мобов, с которыми придется по времени повозиться. У колчана должны быть обязательно параметры на процентное увеличение урона умениями лука, добавление дополнительного физического урона или урона от молнии и, конечно, повышение шанса критического удара атаками. Важным параметром будет плюс 2 к уровню умений всех камней снарядов, но колчан с этим параметром скорее всего будет дорогим. Если у вас есть возможность, вы можете приобрести крутой уникальный колчан Гамбит Кадира. С помощью него в случайном порядке будем стрелять разными стрелами. Всего 6 видов стрел, которые дают разные эффекты. Если вы приобретете данный уникальный колчан, то в дереве пассивных навыков обязательно отмените связку нодов, которые увеличивают бонусы от надетого колчана, а именно связка мастер луков и обмотанный колчан. Обязательно берите броню, у которой есть увеличение духа, процентное уклонение и повышение резистов от стихийного урона. На шлеме также в приоритете повышение резистов от различных стихий и прибавка процентного увеличения уклонения. На ботинках, если будете передвигаться без роа, то смотрите параметр на повышение скорости передвижения, процентное увеличение уклонения и опять же защита от стихийного урона. На перчатках смотрите параметры на добавление физического урона и урона от молнии. Еще хорошим параметром будет увеличение бонуса к критическому урону. На поясе добираем резисты от стихий. Кроме того, полезным параметром будет повышение скорости, восстановление маны или здоровья от флакона. Бижутерию старайтесь выбирать с параметром на прибавку физического урона и урона от молнии. Процентная прибавка к урону от молнии тоже подойдет. А вот на ожерелье нужно получить параметр, который увеличивает дух, и плюс 2 к уровню камней умений снарядов. Амулет намазал на критическую уязвимость для поднятия шанса критического удара. У самоцветов параметры желательно брать на увеличение урона луками, увеличение урона снарядов
повышение скорости атаки и урон пробивает в процентном соотношении сопротивления молнии. С экипировкой разобрались. Всю основную информацию рассказал и показал. Для прохождения сюжетной линии игры и успешного фарма Т-15 карт вполне достаточно. Подписывайтесь на канал и группу в Телеграме. Не отступай перед трудностями. Смотри им прямо в лицо. Смотри, пока не одолеешь их. На этом у меня все. Сайонара.